Здравия вам и роду вашему. Хорошего вам приятного дня и ласкового солнца. С вами снова я, Славолюб Богач, духовный телесный целитель, ведический психолог. Вы точно слышали фразу «он не на своем месте». И там потерянный человек или его никто не замечает. Что кроется за этими словами? Потеря своего пути в жизни. Или, если говорить, как это выглядит на духовно-энергетическом уровне, потеря своих координат в духовно-энергетическом пространстве, измерении. Каждый человек приходит в этот мир с определенными задачами. Душа наша перед воплощением выбирает свой путь. Выбирает этот путь, который сейчас ей наиболее интересен. Это можно представить в виде системы координат, как на уроке геометрии или скорее тригонометрии. Ибо это объемная система. Причем кроме высоты, длины и глубины присутствует еще измерение времени, ну еще другие. И вот каждая наша чакра или чара, в славянской традиции чара, имеет свои координаты в этой духовной энергетической системе координат. Мы видим это в человеке его интересами, вкусами, предпочтениями, хобби, профессией, всем, что вызывает у человека интерес и дарит ему радость. Ведающие люди, маги, целители, это ощущают как вкус души, видят как цвет, слышат как запах. Вот смотрю я на человека и ощущаю его душу, и одновременно с этим ощущаю, что мешает его душе, что тормозит, ранит, отвлекает. Хотя отвлекается только ум. Душа продолжает хотеть проявлять себя по максимуму. И если ей долго мешают это сделать, то слышится ее разочарование, стоны, а потом слышно, как кричит душа. Как мы отвлекаемся? Во-первых, мы живем в окружении множества людей. От них мы как губка, как мочалка впитываем их желания, сомнения, страхи, неверие и начинаем воспринимать все это как наше лично. Во-вторых, часто мы руководствуемся не своими желаниями, интересами и предпочтениями, а общепринятыми стереотипами, шаблонами, ограничениями мышления. Так, например, в последнее время очень модно измерять успешность человека простым шаблоном. Путешествие, развлечение, дом, машина. А сами путешествия оценивать шаблоном Бали, Мальдивы, Индия, Таиланд. Однако же посмотрите, сколько чудеснейших мест вокруг нас. Сколько необычайно мощных мест силы. Сколько приинтереснейших открытий ждет нас совсем рядом. В то время, когда общепринятый шаблон гонит нас в хоть и экзотические, однако чужие страны. Вместо того, чтобы увидеть то, что рядом, лететь куда-то. Измерять успешность человека только суммой его дохода так же глупо, как пытаться на отвертке сыграть фортепианную сонату. Ведь у каждого уровня эволюции души свой вкус счастья. Величиной дохода можно сравнивать разве что души социального уровня хозяева, веси. Да и среди хозяев есть торговцы, а есть аратаи, фермеры. Или, например, пасечники. Эти довольно-таки разные группы людей можно очень условно сравнивать уровнем дохода. А если это совсем другая варна, индийская каста, ведающих, например, сравнивать денежным уровнем так же глупо, как пытаться заставить инженера-электрика принимать роды. Ведающих можно сравнивать учеными степенями, опубликованными статьями, книгами, количеством проведенных лекций, семинаров, тренингов. Однако и это очень условно. Ведь один ведающий может годами смотреть в небо, не написав ни одной книги, а другой точно так же годами может смотреть в электронный микроскоп, не проведя ни одной лекции.
А третий каждый день может помогать людям понять причины их болезней и избавиться от них. Как можно сравнивать этих людей? Человека можно сравнивать только с самим собой в разные временные промежутки или в разных сферах проявления. Однако же сегодняшняя цивилизация, начиная с самого рождения человека, только и делает, что сравнивает его с другими и оценивает, правильно ли он научился ходить, верное ли время научился сидеть на горшке, говорить, нужное ли количество слов и в верном ли объеме произносит он на протяжении дня. А потом уже сравнивается умение считать, писать, читать. Всех обучают опять же по одному шаблону, а потом придумывают диагнозы тем, кто в них не вписывается. Мы с детства слышим, что мы должны делать, что обязаны делать, и мало кто интересуется тем, что на самом деле хочет наша душа. И вот в этом потоке уравнивающих рамок, клеток, шор, шаблонов, из нас довольно-таки часто вырезают кусочки нашей сути, удаляют части нашей души, и мы начинаем идти не туда. Движемся не туда, куда зовет нас сердце, а туда, куда велит тот или иной оценочный шаблон. Вот что-то заблестело впереди, и мы устремляемся туда, не думая, зачем нам это надо. И не важно, что там блестит, алмаз или стекляшка. Важно только, насколько это нужно нам в нашей жизни. Мы бежим за этим блеском и постепенно удаляемся все дальше и дальше от своего пути, от своего места в этой жизни. И в результате этого человек может настолько отдалиться от своего места, что его пространство перестает его узнавать. Точно так же, как в экзотических странах очень мало кто может нас понять даже на уровне слов нашего родного языка. Тогда человек начинает ощущать себя потерянным. Он как будто в стеклянной клетке. Его могут даже визуально не замечать. Помните тот старый анекдот? Доктор, меня никто не замечает. А доктор отвечает, следующий. Человек прикладывает все больше и больше усилий, а эффект все меньше и меньше. Все бы, казалось, делает правильно, а результата нету. Мимо такого человека не то, что быстрее пройти хочется, его присутствие вообще может не ощущаться. Что делать? Начать вспоминать себя. Вспоминать себя, чтобы вернуть свою чакральную систему на свои естественные духовные энергетические координаты. Самостоятельно вернуть себя на свое место может быть довольно сложно. Собственно говоря, для этого и трудятся сильные духом ведающие люди. Вот приходит такой сбитый с толку человек ко мне, и своим духом я ощущаю, что его не видит пространство, что он потерялся, потеряшечка, что все его координаты чакральной системы сбиты. И тогда силой своего духа я начинаю его передвигать в духовно-энергетическом пространстве на его естественные природные координаты. Со стороны это выглядит довольно интересно. Сидят двое людей друг напротив друга, смотрят друг другу в глаза, и вдруг пришедший за помощью человек начинает изменяться. Изменяется его лицо, появляется улыбка на устах, радость в глазах, он начинает как будто светиться, спина начинает выпрямляться, грудь раскрывается, меняется положение его тела, мимика, ощущения, эмоции. Он начинает ощущать себя на своем месте, в своей жизни. И включаются естественные состояния нашего тела, души и духа. А это радость, счастье, умиление, наслаждение, драйв жизни. Он вдруг вспоминает свои цели, свои устремления, свои желания, а не навязанные ему чужие идеи, желания, мечты, ожидания. Люблю я эти моменты.
Очень нравится наблюдать, как человек вспоминает себя и возвращается на свое место в этой жизни. А хотите вы научиться очищать и защищать свое пространство, пространство своего жилья и работы? Тогда моя книга «Энергетическое очищение пространства, дома или офиса» для вас. А по случаю скорых праздников дарю вам с ней видео «Славянский фэншуй». Почему мы так живем и как это исправить с методикой мощной энергетической защиты пространства вашего дома или офиса от нежелательных гостей. Кто не нужен, тот к вам не попадет. Переходите по ссылке и смотрите, читайте, знакомьтесь с этой моей книгой и используйте ее в своей жизни. А если с ней уже давно работаете, то пишите мне, и вас ждет продолжение. И в нашем новом инстаграме смотрите новые материалы. Вы подписаны уже на наш новый инстаграм? Да? Ну, если да, то хорошо. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так. И это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Переходите по ссылке, знакомьтесь с этой моей книгой, скачивайте видео, используйте в своей жизни и увеличивайте количество наслаждения в вашей жизни.